Смотрите в этом выпуске, что такое зацеп, зачем он нужен и как научиться цеплять мяч. Меня зовут Иван Толмачев, и это канал о настольном теннисе. Здесь вы найдете много полезной информации, чтобы улучшить свою игру. Прежде чем продолжить просмотр, поставьте лайк и колокольчик. Мы начинаем. У многих на первых шагах возникает проблема в освоении вращений. Кто-то не может понять, как делать топ-спин, кто-то повторяет подачи с видеоуроков, но не может их закрутить. Весь секрет заключается в чувстве зацепа. Это такое специфическое качество, которое не получится механически повторить. Его необходимо именно прочувствовать. Об этом и будет сегодняшний ролик, в котором я покажу 3 блока упражнений, которые вам помогут прочувствовать зацеп, либо сделать его более сильным и качественным. Зацеп на простом языке – это придание мячу какого-либо вращения. Зацеп создается за счет движения ракетки по касательной, еле касаясь мяча, обгоняя его за счет ускорения. Чем тоньше контакт с мячом и быстрее ускорение, тем оно сильнее. Само умение цеплять мяч дает нам возможность овладеть такими элементами, как топ-спин, срезка, подрезка, любого рода подачами, а также добавить надежность в наши удары во время скоростной или силовой игры. Для начала посмотрим на замедленных видео, как выглядит вращение и что происходит во время контакта с мячом. Во время топ-спина мы встречаем мяч ближе к верхнему краю ракетки в области игрового пятна. Это та часть, которая дает равномерный отскок от ракетки. Разбирать структуру движения не будем. А посмотрим на сам мяч во время удара. Игрок делает ускорение предплечьем за момент касания мяча. Обратите внимание, ракетка развернута под острым углом в 45 градусов и проносится по мячу по касательной, еле его касаясь. Мяч в этот момент цепляется за резину и начинает вращаться. В этот момент необходимо, чтобы кисть была не зажата, тогда мячик глубже войдет в губку и получит еще больше вращения. Здесь мы получаем верхнее вращение, за счет которого мяч начинает ускоряться. Также мы можем придать крутую, навесную или пологую траекторию во время удара. Здесь появляются такие элементы, как навесной топ-спин, крученая свеча и другие. Или наоборот, выполнение подрезки. Мы выполняем контакт ближе к нижнему краю ракетки и проносим мяч вперед, создавая ему нижнее вращение, которое за счет потока воздуха поднимает мяч вверх, а за счет его вращения затормаживает. Чем сильнее нижнее вращение, тем больше мяч стремится назад. Если вам интересно, можете почитать об эффекте Магнуса, впервые описанный немецким физиком Генрихом Магнусом, который применим к нашему виду спорта. Они сбросили вниз баскетбольный мяч. Видно, как ветер слегка относит мяч в сторону, но приземляется он практически ровно, под тем местом, откуда его скинули. А теперь посмотрим, что произойдет с еще одним мячом, если его слегка закрутить. Вау, только посмотри, куда полетел! Невероятно. Нам что, за ним в воду теперь лезть? Это Брэд его скинул. Я просто отпустил его, слегка закрутил, я его даже не кидал, по сути, а он просто полетел. Мы вообще никак такого не ожидали. Настало время мне внести ясность. На наш мяч подействовал эффект Магнуса. Он распространяется на все вращающиеся сферические и цилиндрические тела в воздухе. Вот как это происходит. Когда мяч набирает скорость, воздух перед ним движется в том же направлении, что и вращается мяч. Поток таким образом обтекает его и направляется назад. Воздух с другой стороны движется в противоположную сторону, и вместо обтекания поток отталкивает мяч. В результате мяч толкает воздух в одном направлении, а воздух толкает мяч с той же силой в противоположном. Это и называется эффектом Магнуса, в честь Генриха Густава Магнуса, описавшего явление в 1852 году. Итак, мы с вами разобрались, как выглядит вращение и зачем оно необходимо. Перед тем, как мы перейдем к упражнениям, давайте возьмем с вами мячик и черный маркер и покрасим его пополам. Это нам необходимо, чтобы мы видели, насколько сильно вращается мяч. Теперь переходим к самим упражнениям. Упражнение 1. Прокат мяча по ракетке. Кладем мяч на ракетку и быстро прокатываем его. Стараемся, чтобы он немного закрутился. Задача понять, что такое касательное. Упражнение 2. Прокат на столе. Кладем мяч и накрываем мяч сверху накладкой. Задача быстро провести кистью рукой, чтобы мяч прокатился вперед. Делаем это вначале правой стороной ракетки, затем левой. Хотите внедрить в свои тренировки научный подход и прогрессировать быстрее? То подписывайтесь на мой YouTube канал. Ссылка будет в описании.
Упражнение 3. Повторяем, как в первом упражнении, только теперь подбрасываем мячик и делаем ускорение кистью. Стараемся, чтобы мяч завращался. Смотрим, пестрит он или нет. Задача еле коснуться ракеткой и чтобы мяч после падения поехал назад. Стараемся почувствовать сцепление накладки с мячом. Упражнение 4. Делаем то же самое, только теперь, когда мяч начинает опускаться, ставим ракетку под углом. Мячик должен за счет вращения подлететь вверх. Упражнение 5. Когда начало получаться упражнение, мы можем начать осваивать чеканку через вращение. Делаем подброс, ставим ракетку под углом, мяч раскручивается, меняем сторону и стараемся чуть поддернуть мяч левой стороной. И так стараемся контролировать мяч, слегка его подкручивая. Упражнение 6. Работа на колесе. Для наработки резкости кистью для более сильного зацепа подойдет колесо. Можем взять его в руки и стараться с каждым повтором его сильнее закрутить. После этого комплекса можно отрабатывать упражнения, помогающие освоить элементы и подачи. Сейчас мы их продемонстрируем. Отработка нижнего вращения. Упражнение 1. Делаем ускорение под мяч, стараемся резко ударить по нижней части мяча, еле его касаясь. Задача, чтобы мяч прикатился к нам обратно. Это также полезно для подач с нижним вращением. Упражнение 2. Делаем то же самое на столе, только теперь контролируем усилия. Стараемся, чтобы мяч не вылетел за пределы стола и вернулся обратно. Упражнение 3. Усложняем. Теперь мы делаем короткие зацепы на месте. Задача контролировать мяч, чтобы он далеко от нас не улетал. Упражнение 4. Игра со стенкой. Это уже упражнение для отработки стабильности контакта по прилетающему к нам мячу, чувство паузы и траектории полета. Стараемся во время контакта зацепить мяч. Так можно тренироваться защитником и нарабатывать стабильность, если нет соперника. Теперь переходим к отработке верхнего вращения. Упражнение 1. Поддергивание мяча на месте. Ставим ракетку в открытом положении и дергаем мяч вверх посередине мяча. Задача добиться того, чтобы мяч после падения ускорялся вперед. Упражнение 2. Теперь то же самое делаем за столом. Стараемся, чтобы у нас получилось что-то типа подачи с верхним вращением. Дергаем, чтобы мяч упал на нашей половине и за счет вращения перескочил на другую. Упражнение 3. Теперь развиваем резкость. Из положения сидя максимально сильно дергаем мяч вверх и стремимся, чтобы он перелетел через сетку. Это упражнение помогает почувствовать траекторию полета за счет придаваемого вращения. Упражнение 4. Из положения сидя на стуле, его многие используют так же, как подводящий для топ-спинов, можно его выполнять и стоя. Бросаем мяч об пол и стараемся создать траекторию, чтобы мяч взлетел и перелетел через сетку за счет вращения. Основной ориентир вращения – это четко очерченная дуга. Упражнение 5. Теперь то же самое делаем за столом. Делаем подброс с низким отскоком и стараемся сделать ускорение, чтобы мяч ускорился и полетел по дуге через сетку. Упражнение 6. Зацеп с горлышка бутылки. Обрезаем бутылку и вставляем мяч вместо пробки. Задача сыграть по касательной, чтобы мяч четко перелетел через сетку, а горлышко осталось на месте неподвижно. Упражнение 7. Зацеп по мячу, скатывающемуся со стола. Это упражнение я включил, чтобы объяснить, что оно не для начинающих и с помощью него не надо учиться делать топ-спин. Это упражнение профессиональное и предназначено для постановки топ-спина по вылетающему мячу. Новичок просто либо травмируется, либо порвет накладки, или еще хуже, сломает ракетку. Используйте данные упражнения с головой и по мере необходимости. Для отработки зацепа на подачах будет снят отдельный ролик, но и эти упражнения явно их улучшат. Хочу выразить благодарность подписчикам, которые отправляют пожертвования на развитие канала. Очень приятно, что вы цените наш труд. На этом наш ролик заканчивается. Тренируйте вращение и становитесь сильнее. Обязательно поставьте лайк, колокольчик, комментарий и поделитесь видео с друзьями. С вами был Иван Толмачев. До встречи!